Привет, Арми. Как долго мы притворялись, что не видим того, что прямо перед нами. Сколько раз мы закрывали свои сердца, когда мир пытался показать нам нечто столь очевидное – любовь, растущую между двумя душами по имени Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук. Они не пытались никого убедить, они просто жили, и честность сияла в каждом взгляде, каждой улыбке и каждом мгновении, которое никогда не казалось совпадением. Не фан-сервис. Не игра. А любовь, тихая, нежная и настоящая. Любовь, о которой можно не говорить, но которую всегда чувствуешь. И каким-то образом мир решил ее отвергнуть. Сегодня мы перестаем притворяться. Мы открываем глаза и позволяем нашим сердцам говорить. Потому что за светом софитов, за тысячами камер, скрывается нечто более искреннее, чем просто образ, настоящая любовь, которую они пытались защитить, любовь Тэгука. Надеюсь, хейтеры, которые называют Тэ-хёна гомофобом, и гетеросексуалы, которые называют себя нейтральными, но продолжают подталкивать Тэ-хёна к тому или иному, надеюсь, они услышат, чего Тэ-хён на самом деле хочет, и позволят ему выбрать свой собственный путь. Иногда любовь не нуждается в объяснениях. Ее можно только почувствовать. И для любого, кто следил за судьбой двух мужчин по имени Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук, возможно, не хватит слов, чтобы объяснить, что на самом деле произошло между ними. Потому что каждый взгляд, каждый жест, каждая легкая улыбка, сорвавшаяся с их губ, говорили громче тысячи официальных заявлений. И все же, как ни странно, в мире, полном доказательств, многие до сих пор отказываются в это верить. Они закрывают глаза на столь очевидную реальность. Тот факт, что эти два сердца, Тэ-хён и Чин-гук, нашли друг друга давным-давно. Эти упрямцы предпочитают продолжать говорить, это просто фан-сервис, это просто совпадение, просто обычная дружба. Но как долго мы будем закрывать глаза на эту прекрасную истину? Тэгуки – не просто два айдола, которым посчастливилось оказаться рядом. Их история любви растет в тишине, расцветает за кулисами и живет в мимолетных взглядах, которые поймут лишь те, кто действительно внимателен. С самого начала им не давалось легко. Их мир не позволяет двум молодым людям свободно любить друг друга. Но именно здесь магия Тэгука так очевидна. Мы видим ее в каждом видео, в каждом моменте за кулисами, на каждом концерте. У Чин-гука всегда есть способ подойти к Тэ-хёну, не говоря много слов, нежным взглядом, внезапным искренним объятием, легкой улыбкой, которая словно говорит: «Я здесь для тебя». И Тэ-хён всегда отвечает им взаимностью по-своему, с естественной теплотой, с нежностью, которая ранит своей искренностью. Но почему так много людей до сих пор не видят этого? Почему так много людей до сих пор прячутся за словами «они просто друзья»? Может, потому, что слишком сложно принять, что два таких прекрасных человека могут любить друг друга, не обращая внимания на то, что говорит мир? Или потому, что мы боимся, что эта реальность изменит наше восприятие самой любви? Давайте будем честны, не всякую любовь можно объяснить логически. Не все отношения можно отнести к категории «дружба» или «пара». Но когда двое смотрят друг на друга, как Тэ-хён и Чин-гук, когда они ищут друг друга даже среди тысяч людей, когда они защищают друг друга, не спрашивая, разве этого недостаточно, чтобы называться любовью? Не упрямьтесь. Такой любви не нужно чье-либо разрешение на существование. Она живет благодаря их честности. И если вы обратите внимание сердцем, вы поймете, что то, что есть между ними, не подделаешь. Чин-гук не притворяется, что смотрит на Тэ-хёна с глубокими чувствами. Тэ-хён не притворяется, что успокаивает Чин-гука своим мягким голосом. Все это настоящее, искреннее и глубокое. Столько моментов, которые другим кажутся обыденными. Но для тех, кто чувствителен, каждое прикосновение имеет значение. У каждого внезапного отстранения есть причина. Когда Чин-гук стоит за Тэ-хёном с любящим взглядом. Когда Тэ-хён разговаривает с Чин-гуком, словно они одни на свете. Это не совпадение. Это любовь, которая живет между ними в чистейшей форме. И да, они тоже люди. У них есть страхи, границы, которые нужно соблюдать, потому что мир не всегда добр к любви, как их.
Но, несмотря на это, никто из них не скрывает своих чувств. Они проявляют свою любовь нежно, содержательно и настолько искренне, что ее трудно отрицать. Тэхён, возможно, никогда не говорил прямо «Я люблю тебя, Чингук». Чингук, возможно, также никогда не говорил прямо «Я люблю тебя, Тэ». Но разве настоящая любовь всегда нуждается в словах? Разве самая сильная любовь не проявляется в мелочах? Когда Чингук смотрит на Тэхёна глазами, от которых невозможно отвести взгляд. Когда Тэхён без колебаний держит Чингука за руку в толпе. Когда они смеются вместе, словно мир замирает. Это и есть любовь. Любовь, которой не нужно публичное признание, чтобы быть настоящей. И все же, несмотря на эту красоту, многие отказываются верить. Многие все еще прячутся за оправданиями, отрицают доказательства и даже считают все это фанфиком. Но кто на самом деле отрицает реальность? Фанаты, которые видят любовь во взглядах, или те, кто предпочитает быть слепыми, несмотря на то, что любовь так очевидна? Ким Тэхён и Чон Чингук – не сказки. Они реальны. Они выросли вместе из двух застенчивых подростков в двух взрослых мужчин, которые учились жить по-своему. И на этом пути их любовь росла не из-за камер, не из-за фан-сервиса, а потому, что они действительно нуждались друг в друге. Тэхён всегда был жилеткой для Чингука, в которую можно было поплакаться, когда мир казался тяжелым. Чингук всегда был причиной улыбки Тэхёна, даже в самые тяжелые дни. Их отношения – это тихая, но сильная форма любви. Она не громкая, но настоящая. Она не показная, но глубокая. Итак, всем, кто все еще говорит, это просто фан-сервис, перестаньте упрямиться. Смотрите сердцем, а не предвзято. Потому что никакой фан-сервис не может длиться годами с одним и тем же взглядом, одним и тем же вниманием, одной и той же неувядающей теплотой. Фан-сервис не заставит кого-то смотреть на другого так, будто весь мир остановился. Фан-сервис не вызовет тайную ревность. Фан-сервис не поможет двум людям понять друг друга без слов. Только любовь способна на это. И это любовь, которую разделяют Тэхён и Чингук, любовь, которой не нужны ярлыки, чье-либо одобрение, любовь, которую по-настоящему понимают только они двое. Возможно, мир еще не готов полностью принять ее. Но их любви все равно. Эта любовь живет в каждой песне, которую они поют вместе, в каждом, казалось бы, случайном взгляде, в каждой легкой улыбке, появляющейся без причины. Не упрямьтесь. Примите, что такая любовь, как у Ким Тэхёна и Чон Чингука, действительно существует, любовь настоящая, искренняя и по-своему прекрасная. И хотя они никогда не признавались в этом открыто, для тех, у кого есть глаза, они давно признали эти чувства. Тэхён – это не просто два имени. Это две связанные души. И ничто не может этого изменить. Ни слухи, ни сплетни, ни даже ненависть. Истина проста, Тэхён любит Чингука, а Чингук любит Тэхёна. И, в конце концов, возможно, их любовь и не предназначалась для того, чтобы быть услышанной. Возможно, она просто хотела быть прочувствованной двумя сердцами, которые знают друг друга без слов. Мир может отвергнуть ее, публика может отрицать, но такая искренняя любовь не может быть угасшей лишь потому, что люди закрывают на нее глаза. Тэхёну и Чингуку не нужна защита. Их взгляды говорят правдивее любых слов. Каждый раз, когда их взгляды встречаются, время словно останавливается, и там живет самая простая истина, их любовь настоящая. Так что перестаньте это отрицать. Перестаньте закрывать глаза на то, что, кажется, знают даже небеса. Любовь, подобная той, что была у Тэкука, не приходит каждый день. Она рождается из мужества, растет в тишине и выживает, даже когда мир пытается ее разорвать. Потому что, в конце концов, как бы ни старались отрицать, настоящая любовь всегда найдет свой путь обратно. И Тэкук уже давно ее нашел.